Друзья, всем отличного самочувствия! В этом видео поговорим про одну из возможных причин болевых ощущений в области внутренней, передней и боковой поверхности бедра, а также колена, которые исходят из триггерных точек квадратной мышцы бедра или мускулис quadriceps femoris. Также я, как обещал в прошлом видео про лечение миофасциального болевого синдрома, подарю одному из своих подписчиков вот такой вот Black Roll стандарт. И в этом видео разыграю еще один массажный ролл. Смотрите видео целиком. С вами Сергей Чернов, врач, мастер йоги и проект Slav Yoga. Квадратная мышца бедра является самой крупной и тяжелой мышцей тела. Она может весить на 50% больше, чем вторая по тяжести мышца в теле человека – большая ягодичная. Кстати, обзор на нее находится вот здесь. Квадратная мышца бедра состоит из прямой мышцы бедра, медиальной широкой мышцы бедра, латеральной широкой мышцы бедра, а также промежуточной широкой мышцы бедра, которая лежит под прямой мышцей. Все 4 части четырехглавой мышцы бедра снизу прикрепляются общим сухожилием к надколеннику, который в свою очередь прикрепляется связкой надколенника к бугристости большеберцовой кости. 3 мышцы, медиальная широкая, латеральная широкая и промежуточная широкая, пересекают только коленный сустав и вверху прикрепляются к бедренной кости. Прямая мышца бедра, исключение из данной группы, пересекает 2 сустава, коленный и тазобедренный, прикрепляясь сверху к тазовой кости. Так как медиальная, латеральная и промежуточные широкие мышцы бедра пересекают только коленный сустав, то они участвуют в его разгибании либо путем разгибания голени при фиксированном бедре, либо путем разгибания бедра при фиксированной голени. Прямая мышца бедра, пересекая коленный и тазобедренные суставы, участвует не только в разгибании коленного сустава, но также в сгибании бедра при фиксированном тазе. Совместно с подвздошно-поясничной мышцей, напрягателем широкой фасции, портняжной и приводящей группой мышц бедра. Или участвует в переднем наклоне таза при фиксированном бедре. Сбалансированный тонус медиальной и латеральных широких мышц бедра поддерживает нормальное положение надколенника и его способность к адекватному смещению. Миофасциальные триггерные точки в прямой мышце бедра встречаются очень часто. Отраженная боль из этих триггерных точек, расположенных на уровне тазобедренного сустава, чаще всего ощущается глубоко в коленном суставе и вокруг надколенника, а также в нижне-передних отделах бедра. Ночью боль может усиливаться, доставляя серьезные проблемы со сном. В некоторых случаях триггерные точки могут находиться в нижней части мышцы над коленом, отражая боль в коленный сустав. В медиальной широкой мышце бедра есть 2 области, где наиболее часто появляются триггеры. Первая триггерная точка часто находится ближе к колену, на передней внутренней поверхности и отражает боль по передней поверхности колена. Вторая триггерная точка, лежащая выше, отражает ноющую боль по передней внутренней поверхности колена и нижней части бедра. Длительное существование триггерных точек в медиальной широкой мышце бедра может привести к значительному ослаблению мышцы. Боль может смениться резкой слабостью, приводя к подкашиванию в колене, в результате чего можно потерять равновесие и получить травму. Особенно это касается людей пожилого возраста. Также в результате длительного напряжения медиальной широкой мышцы бедра надколенник может сместиться кверху из своего нормального положения. Промежуточная широкая мышца бедра лежит под прямой мышцей бедра, что значительно затрудняет пальпаторное обнаружение в ней триггерных точек. Боль, отраженная от них, распространяется по передней наружной поверхности бедра до уровня коленного сустава. При этом наибольшая интенсивность боли отмечается посередине бедра. Иногда при наличии триггерных точек в верхней части прямой мышцы бедра и промежуточной мышцы бедра может наблюдаться симптом подкашивания ноги в тазобедренном суставе, который возникает при одновременном разгибании в коленном и тазобедренном суставах ноги, на которую приходится масса тела. Также при поражении промежуточной широкой мышцы бедра могут наблюдаться трудности при полном выпрямлении ноги в коленном суставе, особенно если перед этим нога длительное время находилась в неподвижном состоянии во время сидения. Для латеральной широкой мышцы бедра характерно развитие множественных триггерных точек вдоль боковой поверхности бедра. Ее 5 областей триггерных точек могут отражать боль вдоль всей протяженности бедра сбоку и по наружной поверхности колена. Если триггеры вызывают боль в верхних отделах бедра, то человек не может не то что спать на пораженной стороне, но даже и лечь на нее.
При длительном напряжении латеральной широкой мышцы бедра надколенник может смещаться к наружу и кверху от своего нормального положения, приводя к формированию симптома застрявшего надколенника, в результате чего возникает неподвижность в коленном суставе. Боль от первой группы триггерных точек может отмечаться в области коленного сустава и иногда по задней поверхности колена. Располагающаяся несколько сзади вторая группа триггерных точек вызывает боль сбоку от надколенника, а отраженная боль захватывает большую область вверх по боковой поверхности бедра и вниз по боковой поверхности голени. Третья область триггерных точек отражает боль по всей задней боковой поверхности бедра, а также в боковую часть подколенной ямки. Четвертая группа триггерных точек находится в средних отделах бедра и вызывает мучительные боли по всей боковой поверхности бедра, распространяющиеся вверх до уровня тазового гребня и вниз до уровня надколенника. Пятая область триггерных точек, расположенная в верхних отделах мышцы, отражает боль лишь в непосредственной близости от себя. В своем исследовании Трёдсон обнаружил у всех 35 больных с поражением области колена болезненные уплотненные участки вдоль нижней части латеральной широкой мышцы бедра на стороне поражения. У 24 из 25 больных, которым производилось лечение латеральной широкой мышцы бедра, нестабильность коленных суставов регрессировала. Это очередной раз подтверждает фразу, которую я регулярно использую в своих видео, что если у вас болит колено, то помимо полноценной диагностики разбирайтесь с мышцами и фасциями бедра и голени, а также как можно раньше лечите их, чтобы предотвратить развитие артроза коленного сустава, да и тазобедренного тоже. Потому что, например, Ланч показал связь дегенеративного поражения тазобедренного сустава с наличием триггерных точек прямой и латеральной широкой мышцы бедра. Для самостоятельной оценки объема движения прямой мышцы бедра необходимо осуществить одновременное сгибание в коленном суставе и разгибание в тазобедренном. Если объем движения полный, то при максимальном сгибании в коленном суставе и разгибании в тазобедренном пятка коснется области ягодицы. Для самостоятельного определения подвижности трех широких мышц бедра и оценки их эластичности можно использовать следующий тест. Ляжьте на спину и согните одну ногу в тазобедренном суставе под 90 градусов, тем самым предотвращая растягивание прямой мышцы бедра. Затем захватите голень согнутой ноги и тяните пятку к ягодице. Если она ее коснулась, то медиальная, латеральная и промежуточные широкие мышцы бедра имеют нормальную длину. Если пятка не касается ягодичной области, то имеется ограничение движения, которое, скорее всего, заключается в первую очередь в наличии триггерных точек в промежуточной широкой мышце бедра. Триггерные точки в двух других широких мышцах вызывают меньше ограничения движения. При лечении триггерных точек, находящихся в квадратной мышце бедра, впрочем, как и любых других триггерных точек, нужно придерживаться двух основных линий. Первой, заключающейся в устранении длительно существующих вредных факторов и восстановлении оптимальной биомеханики тела, а также второй, непосредственного воздействия на область триггерных точек с последующим вытяжением мышцы и фасции. Работа по первому направлению подразумевает устранение острой или хронической перегрузки мышцы, вызываемой, например, комплексом упражнений, включающим приседания или профессиональную спортивную активность, например, прыжки во время игры в баскетбол, волейбол, футбол, бег трусцой, катание на лыжах, роликовых коньках. Необходимо исключать длительные обездвиженные положения, например, сидение возле компьютера или за рулем автомобиля, когда ноги согнуты, или наоборот, с прямыми ногами возле телевизора. Следует избегать положения с продолжительным пребыванием стоя на коленях. Необходимо проводить работу по устранению плоскостопия, сопровождающегося пронацией стопы, а также правильно ставить стопу во время ходьбы, устраняя отклонение носка вправо или влево от центральной линии. Второе направление в домашних условиях включает в себя механическое воздействие на область медиальной, промежуточной, латеральной широкой и прямой мышцы бедра при помощи большого массажного ролла. Для этого необходимо в течение нескольких минут прокатывать передне-внутреннюю, переднюю и передне-боковую поверхность бедра от тазобедренного сустава до коленного.
В простом варианте с опорой одной ногой на поверхность пола или по мере роста степени тренированности и устранения триггерных точек в полном варианте с усиленной нагрузкой на прорабатываемое бедро. После воздействия на мышцы и фасции массажным роллом имеет смысл доработать зоны наибольшей болезненности на большом или малом массажном мяче, оказывая непрерывное механическое воздействие в течение 30 секунд 1 минуты на одну болезненную точку. Затем пройдите область бедра еще раз на массажном ролле. После этого выполните одно из доступных упражнений, осуществляющих вытяжение 4 головок квадратной мышцы бедра. Так как прямая мышца бедра, входящая в состав квадрицепса, пересекает и коленный, и тазобедренный суставы, а также осуществляет разгибание ноги в коленном суставе и сгибание в тазобедренном, то для ее максимального вытяжения необходимо согнуть ногу в коленном суставе и разогнуть в тазобедренном. Самым простым и доступным каждому упражнением является положение лежа на боку. Согните ноги и захватите рукой верхнюю, отводя ногу назад и приближая пятку к области ягодицы. Фиксацию конечной фазы каждого упражнения, продемонстрированного в этом видео, необходимо производить в течение 1-3 минут, после чего нужно выполнить несколько циклов активных движений в коленном и тазобедренном суставах. То же самое необходимо проделать с противоположной ногой. Если вы проводите длительное время в положении сидя, то сместитесь тазом на край стула и согните ногу в коленном суставе, захватив рукой стопу или голень, уводя ногу назад. Это же упражнение можно выполнять в положении стоя. Более сложными упражнениями, подходящими для тренированных людей и практиков хатха-йоги, являются ваджрасана, вирасана и любые упражнения, в которых она используется в качестве составного компонента. Артха-пхикасана или полная пхикасана. Одним из лучших упражнений, вытягивающим все 4 головки четырехглавой мышцы бедра, а также подвздошно-поясничную мышцу, является упражнение с опорой на колено одной ноги и стопу противоположной. Согнув заднюю ногу, перехватите ее одноименной рукой и приблизьте к ягодице. Или выполните еще более глубокую модификацию со стопой, расположенной возле тазобедренного сустава. Если во время выполнения ощущается выраженный дискомфорт в колене задней ноги от соприкосновения с полом, то, во-первых, убедитесь, что давление идет не на надколенник, а на нижние края квадрицепса, находящиеся выше надколенника. И, во-вторых, подложите под заднюю ногу мягкий предмет, например, плед. Более простая форма этого же упражнения с захватом задней ноги ремнем или петлей для йоги. При лечении триггерных точек в четырехглавой мышце бедра необходимо также проводить работу с мышцами-сгибателями голени. Видео о них будет опубликовано в этом плейлисте. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и включайте колокольчик для оповещения о выходе новых видеопубликаций. Дорогие подписчики, прочитал все ваши комментарии под видео о лечении миофасциального болевого синдрома и хочу подарить такой вот Black Roll стандарт Татьяне Щеткиной, которая во время беременности вынашивала близняшек и получила определенные проблемы со здоровьем. Татьяна, укажите под этим видео свой адрес электронной почты и пользуйтесь этим массажным роллом на здоровье. В этом видео я хочу подарить еще один массажный ролл для миофасциального релиза. Для этого необходимо быть подписчиком моего канала, проживать в России и оставить лайк и комментарий под этим роликом. Почему данный девайс должен достаться именно вам. Друзья, я также благодарен вам за то, что вы делитесь моими роликами в других социальных сетях, добавляете их в свои плейлисты, благодаря чему о них узнает большее количество заинтересованных в своем здоровье людей. Большое спасибо вам за первые 100 тысяч подписчиков на канале. Для меня это очень мощный мотиватор регулярно создавать обучающий контент. Двигаемся вместе с вами к новой цели, 1 миллиону подписчиков. Надеюсь на вашу помощь и поддержку в этом вопросе. Посмотрите также видео про подвздошно-поясничную мышцу, так как она функционально связана с квадрицепсом бедра, и в ней помимо квадратной мышцы бедра также часто встречаются триггерные точки. Желаю вам крепкого здоровья, отличного самочувствия и до новых встреч. Пока!